Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о проекте U-Boat Sim. Это симулятор немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны тип 7C, в котором с максимальной достоверностью воссоздана не только модель и интерьер лодки, но и управление ей на всех постах. Проект находится на стадии альфа. На данный момент в U-Boat Sim доступны три режима: сухой док, на поверхности и под водой. И начинаем мы с сухого дока. В сухом доке мы видим немного декораций для антуража и, конечно же, саму лодку. По ступенькам мы можем спуститься и походить вокруг лодки, чтобы рассмотреть ее во всех подробностях. Затем по переброшенному мостку мы поднимаемся на саму лодку и подходим к палубному 88 мм орудию. Мы видим достаточно хорошо детализированную модель. Поднявшись на рубку, мы открываем люк. И вот мы с вами попали в центральный пост. Но здесь пока что пусто. Тем не менее, у нас есть возможность двигаться в сторону корабля. Заходим в кубрик унтер-офицерского состава и оцениваем детализированность и функционал интерьера. Под полом располагается секция аккумуляторных батарей, куда можно спуститься через квадратный люк. Для инспекции и обслуживания батарей предусмотрена специальная подвесная тележка на роликах. Немного прокатившись на ней, мы выбираемся наверх через другой люк. Далее мы можем лицезреть кухню, функционал которой на данный момент ограничивается открывающимися ящиками, и самое важное помещение лодки – гостиную. Переходим в следующий отсек, и это у нас машинное отделение. О функционале поговорим позже, а пока проходим мимо и руками ничего не трогаем. И последний отсек, где на данный момент располагаются только два электродвигателя. В следующем режиме мы видим нашу лодку уже на воде. Мимо опять пролетает самолет, а невдалеке мы можем наблюдать торговое судно. Давайте рассмотрим его поближе. Текстур пока не хватает, но детализированность самой модели впечатляет. Мы можем видеть достаточно большое количество хорошо проработанных мелких деталей. Если все суда будут создаваться настолько качественно, я думаю, будет очень интересно наблюдать за ними в перископ. Возвращаемся в машинное отделение. Для запуска правого дизеля открываем вентиль сжатого воздуха, даем полный газ и переводим двигатель из режима старт в режим Operate. Сразу же слышим результат своих действий, а стрелка тахометра поднимается до 80 оборотов в минуту. Аналогичным образом запускаем левый дизель. Мы можем наблюдать рост температуры каждого из цилиндров в отдельности. Давайте дадим полный газ на правом двигателе и увидим, как стрелка тахометра моментально подскакивает до 490 оборотов в минуту. Теперь мы можем закрыть пусковые вентили и посмотреть на некоторые элементы управления, функционал которых еще не добавлен. Теперь давайте немного поиграемся с индикаторными экранами, по-разному выкрутив их для всех цилиндров. Какая красота получилась! Обратите внимание, как изменилось освещение в машинном отделении.
Однако наша лодка по-прежнему не двигается. В чем же проблема? Для этого нам всего лишь нужно включить сцепление двигателя с валом. Ну вот, мы видим, как левый винт нашей лодки начал вращаться, а сама лодка устремилась вперед, слегка заворачивая направо. Включаем сцепление правого двигателя, и вот уже правый винт начинает молотить воду на максимальных оборотах. А температура цилиндров правого дизеля тем временем достигает отметки в 600 градусов. В то время как на левом двигателе она дошла только до 525. Левый дизель. Полный вперед. И наша лодка устремляется вперед на полных оборотах, красиво разрезая водную гладь своим слегка проржавевшим форштевнем. На малом ходу это выглядит еще более завораживающе, во многом благодаря тому, что волна является не просто текстурным объектом, но и имеет физическую модель. Последний доступный нам режим под водой интересен в первую очередь возможностью посмотреть на разрывы глубинных бомб и результат их воздействия на физическую модель лодки. И напоследок давайте немного позалипаем от этого вида. Поставив видео на паузу, все, кому интересно, смогут прочитать, что автор написал о своем проекте в пункте About, а также кому он выразил свои благодарности. Тех, кого проект заинтересовал, могут перейти на сайт по ссылке, доступной под видео, а также добавиться в группу в Дискорде. Всем, кому было бы интересно увидеть более подробный обзор или поучаствовать в прямой трансляции со зрителями по этому проекту, ставьте лайки. Для меня это основной критерий того, что зрители хотят продолжения. Спасибо вам за просмотр.